Им конец. Надежда моих оппонентов заткнуть мне рот, заставить замолчать про совершенные преступления. А знаете почему? Сейчас расскажу, не переключайтесь. Арманд Гулинс, сын бывшего верховного судьи Латвии и действующего сенатора Андриса Гулинса, украл у меня и моих партнеров более 6 миллионов евро, разорил наше латвийское предприятие, а принадлежавшую этому предприятию землю мошенническим способом вывел на подконтрольную ему фирму и потом продал, а все компрометирующие документы уничтожил. Латвийское правосудие никак не желает на это реагировать. У меня на руках уже 3 отказа государственной полиции Латвийской Республики в возбуждении уголовного дела против сына сенатора и 1 отказ прокуратуры. Отчаявшись добиться правосудия в Латвии, я разместил на YouTube несколько видео про само мошенничество и про то, какие меры я предпринимаю, чтобы восстановить справедливость и добиться возмещения ущерба. К моему приятному удивлению, эти видео завоевали популярность широкого круга зрителей, набрали очень большое количество просмотров, лайков, комментариев. Вы можете посмотреть их все на моем канале, ссылки на них также есть в описании к этому ролику. Посмотрите, очень интересно. Резонанс был таким широким, что мне начали писать люди из Латвии, так же, как и я, пострадавшие от мошенничества и коррупции. Некоторые из них делятся со мной очень интересной информацией, материалами, фактами. Кто-то предлагает свою помощь. С кем-то из этих людей я уже обсуждаю план совместных действий, а с кем-то эти действия уже начал. Иными словами, новостей много, но главное, мои оппоненты предприняли несколько попыток заткнуть мне рот, буквально завалив жалобами на мои видео в службу поддержки YouTube. Сначала это начал делать Арманд Гулинс, стал жаловаться на то, что использование его фотографий в моих роликах якобы нарушает его конфиденциальность. В результате мне пришлось на его фотографиях в первом и втором видео закрыть часть его лица. Этого можно было бы и не делать, так как изображения были взяты мной из открытых источников. Но я не знал, как отреагирует на жалобы площадка, поэтому решил перестраховаться. В своем третьем видео, посвященном расследованиям преступлений Арманда Гулинса за пределами Латвии, в других странах Евросоюза, я не стал закрывать лица, и что бы вы думали? Вскоре после его публикации прилетело еще несколько жалоб. Сначала от сына, а потом и от самого сенатора отца. Я обратился в службу юридической поддержки YouTube и объяснил, что все эти жалобы не что иное, как очередные попытки препятствовать публичному распространению информации о совершенных преступлениях и противоправных действиях с целью избежать ответственности за их совершение. И я искренне рад, что YouTube встал на мою сторону и не стал блокировать мои видео. И знаете, что еще удивительно? То, насколько эффективным инструментом является YouTube как площадка для донесения информации до людей. В период с 2018 по 2020 годы про Арманда Гулинса и мою историю писали многие латвийские СМИ. Криминал ЛВ, Пуаро. Известный латвийский журналист Лата Лапса в разное время опубликовал на своем портале аж 6 статей. Материалы перепечатывали многие латвийские новостные порталы. А в октябре 2020 года вышла развернутая статья аж на 8 полос в журнале Forbes Латвия, на секундочку, Forbes. И ничего, никакой реакции, а тут сразу зашевелились. А значит, эта площадка реально работает. Я благодарен YouTube за то, что платформа дает возможность открыто говорить правду и делать ее достоянием широкой общественности, что в свою очередь позволяет сдвигать с мертвой точки такие истории, как моя. Продолжаем бороться.